Так, на улице у нас сегодня с вами 16 градусов. Я решил, уважаемые зрители, съездить на природу. Открыл вот из-под палатки нашего стального коня. Еще вот, как видите, не запускал его. Проверил уровень масла. Так как стараюсь краник не закрывать бензиновый, вот, чтобы там не растревожить все. Ну и сейчас попробуем произвести запуск. Не запускал я его где-то дней 5. Так. Так. С третьего раза запустился. Я думаю, это хороший результат. Пускай поработает, погреется. Ну а мы с вами сейчас будем распаковывать наши санки, ну и готовиться к поездке. Съездить я сегодня решил на охоту на зайчика. Как видите, вот такой вот сегодня хороший морозный ясный денек. Слегонца дует ветерок. Ну посмотрим, получится, не получится, не получится. Что будет, то будет. В общем, собираемся. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч, или просто любители активного отдыха. Вот мы с вами и собрались. Взял я с собой минимум всего: лыжи, бензин, ружьишко, документы в рюкзаке и этот чаек. Сейчас, в общем, запускаем наш двигатель и едем в сторону, выезжая прямо из дома, где-нибудь рядышком с деревней покатаемся, посмотрим зайчиков. Вот видите, прогрелся двигатель, все нормально запускается. Конечно, на холодный хорошо запускается, мне нравится. Ну все, в общем, едем. Решил, уважаемые зрители, показать вам, вот он как идет по пухлячку. Это считается у нас пухляк. Это все вот козами изброжено. Лисичка ходила. Корыто почти не летит. Летит, конечно, но не так сильно. Ну что, уважаемые зрители, вот мы наконец-то нашли с вами след заячий. Идет в одну сторону, вроде свеженький, бог его знает. Проехал я примерно километров 5, так вот вдоль болота, нигде ничего не было, кроме лисик и козьих следов. Мне еще вопросы задавали. Вот когда едешь по глубокому снегу, ну вот здесь вот видите, перед полосой как бы надуло хорошо и слегка наст.
Вот, в основном идет завихрение. Сильно большого этого, как вам сказать, корыта не черпает. Ну вот, в общем, как-то так. Я думаю, сейчас по следу проедем до первой его скидки, или там, где кормиться он будет, или где-нибудь подозрительно. Там, конечно, и это. Попробуем его потропить. Но я думаю, вряд ли нам его удастся взять, так как я больше чем уверен, он в каких-то из вот этих вот кустов больших. Вот. Была бы какая-нибудь такая пустырь хороший, то речи нет, можно было бы. Ну, попытка не пытка. Тем не менее, выехали мы именно за этим зверьком. В общем, ладно, может даже вот в этом кусту сидит. Ладно, в общем, пробуем. Не успел я с вами, уважаемые зрители, поговорить. Вон 50 метров буквально проехал. И вот увидел, что в сторону куста след повел. Вполне возможно, что заяц находится сейчас в этом кусту. Поэтому я не буду рисковать. Заглушил мотобуксировщик, одел лыжи. Сейчас вот взял ружье. Охочусь я также с Беретта ЕС-100 с 5-зарядочкой. Сейчас его зарядим и пойдем посмотрим. Охочусь я с единичкой СКМ Индустрия. Дай бог, нам и повезет. Общаться я больше с вами не буду, пока буду торопить, дабы не повторять свои ошибки, которые были на прошлой охоте. В общем, все, идем. Нет, как я и говорил, вон след дальше пошел. Ну, наверное, пройдемся по нему. Или, может, сразу проедем. Вот он здесь прошел, попиталился и дальше пошел. Но след, скажу я вам, свеженький вроде бы как. Он вроде как что-то нарыто, но вряд ли думаю, что это заяц. Хотя все может быть. На лыжах очень хорошо идти. Не то, что я в прошлый раз. Да, это лисичка рыла, копала. Ну хотя вполне мог этот заяц лежать. На Руси выкопать и все. Может он в том лесочке, может в этом. Сейчас посмотрим, в общем, куда он у нас побежал. По-моему, он в обратку пошел. Так, снегоход уже по этому следу проехал. Сделал петлю и побежал в ту сторону.
Как я вам и говорил, след ведет в кусты. Вон я посмотрел, он жировал, кормился. Ушли от мотобуксировщика. Он уже на сколько километров точно прошли. Но сейчас не знаю, получится мне здесь, не получится взять. Посмотрим. Там тем более все буранами изъезжено. Может быть, его уже забрали. А может быть и нет. Ну что будет, то будет, в общем. То, что в камыш пошел, меня это, конечно, радует. Дай бог, чтобы он туда пошел. Может, он в те единичные кустики куда-нибудь. Друзья, охота у меня сегодня удалась. Шел я вон буквально отключился, думал, что он в камыш у нас пошел. Потом смотрю, вот он пошел и сюда. Думаю, а кого здесь? Ну никак его не взять. И представляете, он вот здесь вот лежал. Вот здесь вот он лежал. Мы прямо на него смотрели. Сейчас я вам покажу. Вот она его лёжка. Вот она. Ну и вон где-то я его должен был добыть. Выстрел получился классический. Ну, извиняюсь, конечно. Вот видите, под наддувком он лежал. Извиняюсь же, конечно. Вон он лежит. Извиняюсь же, конечно, что не получилось на этот. Вон он еще шевелится. Вот пух его пошел. Русачок. Ёлки-палки. Наконец-то я тебя взял, а. Обалдеть. А я и не думал, что в такой этой чаще возьму. А он с краешку лежит, бедолага. Вот такой вот русачок. Небольшенький, правда, но тем не менее. Ё-моё, а! Класс, класс. Не зря сегодня съездил на охоту. Потропил, конечно, его хорошо. Что об этом и говорить. Ё-моё, плохо, что опять вам не показал, как у меня это дело получилось. Так, выйдем, наверное, здесь, с этой стороны. Класс! А он как-то умудрился туда сбегать, там сбегать, вот развернулся и здесь вот зайти и на лёжку лечь. Вот такие вот дела у нас сегодня. Такая охота. Я бы сказал, трудовая. Вот он. Я уже здесь испугался. Ну где я его здесь найду? Но нашел.
добыл ушастого. Вот он. Красотища. Ну что, уважаемые зрители, с чувством удовлетворения полного возвращаемся домой. В прошлый раз на лыжах ходил. Ой, на лыжах. Без лыж ходил я. Так прям тяжко вообще. А здесь лыжи легкие. Идешь, не чувствуешь их даже. Класс, вообще класс. А вон он, наш мотобуксировщик стоит. Прошлись мы с вами своего рода так километра, может, полтора-два, не больше. Ну, нормально. Идешь на адреналине, все дела. Это если бы как бы устал бы, не взял бы. Вон наш мотобуксировщик стоит. Вон на трассе. Я думал, грешным делом вот в этом он лесочке. Но нет. Он намного гуще зашел. Но все равно добыть удалось. Это самое главное. Где-то прошли мы с вами 1,5-2 километра от силы, не больше. Самое главное, удачно. Успешно. Когда добыча есть, и силы всегда при себе. А если бы сейчас он поднялся и ушел или промазал бы, все, речи нет. Совершенно уже по-другому бы было все. На этом, уважаемые зрители, наша охота сегодняшняя завершена. Заполняем сейчас путевочку и едем в сторону дома. Домой обдерем нашего косого, но обязательно что-нибудь с вами вместе приготовим. Ну все, едем в сторону дома. Эх, красота просто неописуемая. Душа поет просто. Вот здесь вот мы с вами ушли по вот этому следу. А вот здесь вот уже с вами пришли. Своего рода вот такой вот кружина дали. Ну что, уважаемые зрители, вот мы и приехали домой. Сейчас пойду занесу ружье домой, документы, и потом загоню его в гараж. В этот раз обязательно сейчас посмотрю по дубльгису, сколько мы прошли километров. Я дома как его заправил и больше не заправлял. Но сегодня большая часть дороги, процентов где-то, наверное, на 70, была по пухляку. То есть ни по какой накатанной дорожке. Сами видели. Я, конечно, вам немного снимал дороги, но тем не менее. Так что, кому понравился мотобуксировщик под названием «Рыбак», ссылочку на него оставлю ниже под видео. Но я, конечно же, с вами не прощаюсь. Мы обязательно с вами будем вместе готовить нашего зайчика. Ну все. До скорых встреч на кухне. Ну вот, уважаемые зрители, мы с вами и на кухне. Сняли с нашего зайчика шубку, после чего он у нас подморозился. Затем мы взяли горелочку и осмолили его тушку, так как мы знаем, что его шубка очень пушистая. После чего вчера вечером я налил холодной воды и замочил его. Перед сном я эту воду поменял. И вымачивался он у нас с вами до утра. Сейчас мы будем резать его на порционные кусочки и готовить его. Рецептов очень много по готовке зайца. И каждый готовит по-своему. Ну и мы, конечно же, с вами не исключение. Для этих дел специально я приобрел вот такую вот тяпку. Для серьезных дел. Так как ножом, допустим, здесь можно, конечно, его разрезать на порционные кусочки, все. Но это будет проблематично. Такую вот тяпочку я приобрел в кузнечном дворе. Откуда у меня и вот этот вот ножик, который я вперед тоже приобретал. Сталь Х12МФ, кованая, вот она. Дома, конечно, наотмашь не поработаешь, но, допустим, чтобы помочь разделать того же баранчика, гуся, можно на улице и наотмашь поработать. Ну а дома будем работать вот так вот. Как видите, легко и просто у нас все это
с такой тяпкой делается. Нажимаем с одной стороны, и оно уже у нас разлетается. Практически без всякого усилия. Отлично. Все, в общем, сейчас сделаем порционные кусочки, и дальше я вам покажу, что мы дальше делаем. Разделили мы нашего зайчика на вот такие вот порционные кусочки. Каждый кусочек мы еще раз тщательно моем и снова заливаем водой хотя бы на полчаса. Пока наш зайчик находится в воде, подготовим панировку. Для панировки берем муку, насыпаем, чайную ложечку соли добавляем и специи для ароматного мяса. Все это тщательно перемешиваем. Кладем в сковороду сливочное масло, раскаляем его, после чего берем наши кусочки, обваливаем в панировке и зажариваем до золотистой корочки. Обжаренные кусочки перекладываем в посуду с толстым дном. В нашем случае это утятница. Утятницу закрываем крышкой и продолжаем в том же духе обжаривать остальные кусочки. Как видим, получилась почти целая утятница. Сейчас готовим для нашего блюда лук. Режем наш лук полукольцами. Для нашего блюда понадобится 2 головки. Зажигаем сковороду и добавляем растительного масла. Выкладываем лучок, слегка его разминая. Лук готовим на слабом огне 10-15 минут. Тут же его, конечно же, немного посолить. Добавляем морковь, перетертую на мелкой терке. И перемешиваем. Лук наш приготовился. Как видим, что он меньше стал в объеме. Теперь этот лук перекладываем в нашу утятницу. И раскладываем поверху. Теперь готовим для нашего блюда заправку. Для заправки нам с вами понадобится сметана 350 грамм,
лучше, конечно, домашняя. Полстакана молока выливаем и размешиваем. Лучше это, конечно, делать венчиком. Также можно добавить полстакана водички, чтобы не сильно густая была. Подготовленную заправку выливаем в нашего зайчика. Накрываем крышкой, включаем газ и на медленном огне тушим около часа. Прошло, уважаемые зрители, 30 минут. Посмотрим, что у нас там с вами готовится. Так. Сейчас попробуем на соль. По возможности добавим, если что. И будем продолжать готовить. Прошло у нас по времени около часа. Вот такой вот шарман у нас готовится. Еще полчасика и будет готово. Прошло у нас 1,5 часа. Теперь, я думаю, наверное, изготовилось. Дадим еще настояться 10 минут. Выключаем газ. Ну и будем подавать к столу. Ну что, уважаемые зрители, вот и наш зайка наконец-то допрыгал до нашего стола. Сейчас будем пробовать, что мы с вами приготовили. Как видите, мяско прям нежное получилось. И отрезать даже не надо. Это просто шедевр. Словами не рассказать. Нужно это дело попробовать. Ну что, уважаемые зрители, спасибо большое всем, кто смотрел. Спасибо вам большое за поддержку. Всем всего доброго. И до новых встреч где-нибудь на природе. В лесу, ну или на рыбалке. Но я думаю, скорее всего, на рыбалке мы быстрее встретимся, так как уже сезон охоты у нас подходит к завершению. Так что всем всего доброго. Приятного аппетита! Ох, наливочка класс. Мясо класс. Всем пока!